Привет, мои дорогие подписчики! Всех с Новым годом! Желаю всем здоровья, конечно, и умиротворения, чтобы в голове мысли не путались, а на душе не было печали. Это крайнее видео в 2022 году, поэтому фильм «Семьянин», 2000 год, авторы сценария Дэвид Деймонд и Дэвид Уайсман, режиссер Брэд Рэтнер, в главных ролях Николас Кейдж и Теа Леони, бюджет 60, а сборы 124,7 миллионов долларов. Я этот фильм смотрела много раз, кажется, каждый Новый год какой-нибудь телеканал транслирует этот фильм, так как в фильме присутствует рождественское волшебство. Сюжет. 2000 год. Джек Кэмпбелл, преуспевающий бизнесмен, требует от сотрудников, чтобы они в сочельник работали, так как предстоит крупная сделка, и тут ему передают записку от Кейт, его первой любви, но он не хочет ей звонить. По пути домой он зашел в магазинчик и выкупил у афроамериканца лотерейный билет, так как хозяин-китаец не захотел выплачивать выигрыш, говоря, что билет поддельный. Джек пришел домой, заснул, а проснулся рядом с Кейт. Он женат, и у него 2 детей. Живет он в пригороде, он совсем не богат. Поначалу он пребывает в шоковом состоянии. Собака, которую нужно рано утром выгуливать, плачущий по утрам Джошуа, которому надо менять памперс и накормить. Дочка лет 4-5, которая невпопад пиликает на скрипке, жена, требующая подарка в годовщину свадьбы, потертая фланелевая вся в катышках пижама, плохой костюм и рубашки, ненавистная работа по продаже автошин. Для американца со средним достатком, наверное, это неплохой набор. Но не будем забывать, кем был Джек до этого чудесного перемещения. Эпизод, когда он собирается купить костюм за $2400, и на замечание жены, что придется залезть в запасы, отложенные на образование детей, он в сердцах начинает перечислять, что ему приходится терпеть в семейной жизни, и он даже не может себе позволить купить костюм за $2400. Но постепенно время и день сурка делают свое дело, и Джек не заметил, как постепенно втянулся во все это. Дочь, которая сначала не признавала в нем своего отца, однажды играя с ним, призналась: «Ты вернулся. Я знала, что ты вернешься». Когда он находился в приснившейся семье, он мечтал вернуться в прежний мир. Мир хорошей еды, дорогих костюмов, машин, путешествий, престижной работы, без жены, детей и собаки. Но в финале сон заканчивается, и он просыпается один в хорошей квартире и начинает бегать, суетиться в поисках жены, детей, загородного дома, всего того, что так его поначалу раздражало. Он едет на встречу с Кейт, которая за 13 лет совсем не изменилась, сделала карьеру и собирается переезжать в Париж. На просьбу Джека не уезжать она возражает ему. «Я тоже просила тебя не уезжать в Лондон, но ты уехал. И я продолжила жить. Да, мне было плохо, но я справилась. Справишься и ты. И почему вдруг спустя 13 лет ты опомнился?» Она возвращается к регистрационной стойке. И он вдруг кричит: «У нас дом в Нью-Джерси. У нас 2 детей, Энни и Джош. Энни плохо играет на скрипке, но она старается. Мало говорит, но говорит, что думает. А когда она улыбается...» Джош тоже мало говорит, но он умненький. У него всегда такие широко открытые глаза, похожие на твои. И дом почти наш, немного осталось выплачивать. Ты работаешь адвокатом без дохода. Мы любим друг друга. 13 лет мы живем вместе, но по-прежнему безумно любим друг друга. Я даже пою тебе. Не все время, иногда, когда есть настроение. Конечно, нам было трудно, но мы остались вместе. Ты лучше, чем я. И я был рядом с тобой и тоже стал лучше. Может быть, мне все это приснилось. Я лег декабрьской ночью в кровать, проснулся и почувствовал себя другим человеком. Но я клянусь, для меня это реальность. Если ты сейчас улетишь, сядешь в самолет, это исчезнет навеки. Может быть, мы оба с тобой забудем об этом, но я видел, какими мы можем быть вместе. Я выбираю нас. Прошу тебя, Кейт, 1 чашку кофе. Не улетай сегодня». Она отвечает: «Окей, Джек». Они сидят за столом, пьют кофе, разговаривают. За окном идет рождественский снег. Хэппи-энд, как и положено в рождественских сказках. Из фильма я поняла, что американская мечта — это не только престижная работа и стремительный карьерный рост, но это плюс надежный тыл в лице жены и детей, ну и домик с машиной в кредит. Ну а у нас другая мечта. Так хочется, чтобы в 23-м году случилось чудо и наступил мир. На этом все. Всем пока. Подписываемся на канал.